Итак, средство первое – семена укропа. Семена пережаривают на сухой сковороде до тех пор, пока они не сгорят в угольки. Потом эти семена перетирают в ступке до состояния пыли и добавляют немного растительного масла, чтобы получилась мазь. Мазать нужно снаружи и внутри от 1 до 3 раз в день в зависимости от состояния. Особенно важно наносить мазь перед сном. Это средство использовали еще наши предки, и оно показало эффективность даже в стадии выпадения прямой кишки. Средство второе – морковь. Потереть сырую морковь на мелкую терку и поставить в холодильник. Перед применением положить на бинт 1-2 чайных ложки морковной кашицы, завернуть, чтобы ничего не выпадало, и приложить к заднему проходу. Зажать бинт ягодицами и принимать процедуру 10-20 минут. Самая удобная поза – лежать на животе или сидеть. Так как морковь содержит пигмент, используйте только темное или старое нижнее белье. При сильном геморрое применять каждые 3 часа, в остальных случаях от 1 до 3 раз в день. Средство номер 3 – картофель. Подобно второму, только вместо моркови используют сырой картофель. Применяют кашицу, но сок не отжимают, чтобы примочка была влажной. Другая модификация этого средства – картофельная свеча. Картофель очищают от кожуры и обрезают так, чтобы получился овал размером с алычу или шарик размером с вишню. Перед применением овал или шарик окунается в растительное масло, вводится ректально и оставляется там до утра. Во время опорожнения он легко выйдет наружу без каких-либо проблем. Но если у вас случаются запоры, то утром перед опорожнением можно смазать внутреннюю часть заднего прохода сливочным или кокосовым маслом. То есть ваша задача – обеспечить комфортное скольжение содержимого прямой кишки, чтобы не травмировать геморроидальные узлы и шишки. Средство номер 4 – ромашка. Есть 3 способа применения. Первый. Цветки ромашки измельчают и настаивают в горячей воде примерно минут 20. Затем делают тканевый или ватный тампон, смачивают в ромашке и накладывают на задний проход в виде примочки. Тампон зажимают ягодицами и оставляют на 10-20 минут. Лучше всего во время этой процедуры лежать на животе. Так целебная жидкость не стекает вниз, но воздействует непосредственно на воспаленные узлы. Второй способ использования отвара ромашки не всем по душе, однако, согласно отзывам, показал хорошие результаты. Ромашка также настаивается, и затем жидкость переливается в резиновую медицинскую перчатку так, чтобы заполнились только ее пальцы. Затем перчатка помещается в кружку, чтобы жидкость не выливалась, и отправляется в морозилку. После замерзания с одного из пальцев перчатки достается свеча и применяется ректально. Это средство используют от 1 до 3 раз в день. Третий способ обладает ярко выраженным лечебным эффектом. Берут заварной пакетик ромашки, заливают теплой водой и настаивают примерно 5 минут. Далее пакетик вынимают из посуды, сворачивают вдвое, не отжимая, и прикладывают к заднему проходу, после чего зажимают ягодицами. Чтобы жидкость не стекала вниз, лучше лечь на живот. Оставаться так от 20 до 40 минут. Концентрат ромашки очень хорошо помогает бороться как с внешним, так и внутренним геморроем, однако относительно внутреннего есть момент. Жидкость хотя бы частично должна попадать внутрь. Для этого необходимо время от времени заново смачивать пакетик и стараться максимально расслаблять ягодицы и задний проход. Следующие 3 средства способствуют снятию воспаления, заживлению ран и остановке кровотечения. Средство номер 5 – рябина. Рябиновые ягоды растирают до состояния кашицы, а затем заворачивают в марлю и прикладывают к заднепроходному отверстию. Частота и время процедуры такая же, как у остальных примочек. Средство номер 6 – мед. Самые лучшие результаты дает дикий и луговой мед. Но если такого не имеется, то можно начинать лечение любым медом, а позже найти тот, что получше. Перед процедурой нужно хорошо вымыть указательный палец. Окунуть фалангу пальца в мед и затем аккуратно нанести мед на узлы и шишки снаружи, а также протолкнуть остаток меда внутрь. Средство чаще всего используют на ночь, но при желании можно повторить процедуру и днем. Средство номер 7 – прополис. Необходимо смешать в теплом состоянии прополис с воском и растительным маслом в такой пропорции, чтобы получилась мягкая свеча. Вводить такие свечи нужно ректально непосредственно перед сном. Делать так ежедневно до стойкого результата.
Вообще, для ускорения выздоровления хорошо использовать комбинированные схемы и средства лечения. Давайте узнаем, что еще делали люди помимо компрессов и примочек перед тем, как избавились от геморроя. Первое. Выпивать натощак ложку растительного масла. Подойдет оливковое, кукурузное, льняное. Второе. Ввести в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой. Третье. Пить достаточное количество воды. Четвертое. Во время опорожнения не тужиться и не напрягать задний проход. Пятое. При запорах использовать продукты, обладающие слабительным эффектом или слабительное. Также можно использовать какао-масло. Оно хорошо помогает при обострениях. Необходимо ввести ректально кусочек масла перед каждым опорожнением, примерно за 5-10 минут. Шестое. После опорожнения не использовать туалетную бумагу, но подмыться прохладной водой. Седьмое. При появлении крови можно применять замороженную чистую воду для ректального введения. Такие свечи рекомендуется применять до прекращения кровопотери. Если это не помогло, необходимо незамедлительно обратиться к проктологу. Восьмое. Чаще ходить пешком и делать специальные упражнения для избавления от геморроя. В первом комментарии под этим видео вы найдете ссылку на видео с такими упражнениями, а также ссылку на другое полезное видео о лечении геморроя народными средствами. Если будут вопросы, оставляйте в комментариях, мы ответим. Будьте здоровыми и не болейте.